Привет, мои дорогие! Много всего случилось за неделю. Вот, например, итальянцы жалуются, что их ПВО не готово для войны без НАТО, которая, разумеется, есть. А в то же время итальянский F-35 выгоняет российские МиГи из неба Эстонии, а могли бы и сбить. Пока мир, благодаря усилиям Италии, бодро катится к порогу Третьей мировой, Сальвини в это же время нежно жмется к послу России на приеме у китайцев. Русская жена сбежала из Римени, оставив почти 90-летнего итальянца с отговоркой на месяц в Россию. Год прошел, муж в одиночестве, а жене светит уголовка и билет обратно без права въезда. В Лацио 15-летний школьник свел счеты с жизнью, оставив в чате одноклассникам сообщение: «Зарезервируйте мне место в прямом ряду». Его семья обвиняет школу в глухоте и к жалобам на травлю. Теперь дело расследует прокуратура. В Варезе нигерийский мигрант решил вернуться домой за счет Италии. Закурил косяк прямо перед полицией и попался со 150 граммами гашиша. Суд с радостью исполнил желание. Полгода тюрьмы заменили на бесплатные билеты депортацию. После Standard & Poor's теперь и Fitch подняло рейтинг Италии с БББ на БББ+, со стабильным прогнозом. И кажется, Италия на пороге новой эпидемии. Лихорадка Западного Нила уже убивает. Это и многое другое в нашей регулярной рубрике новостей Италии за прошедшую неделю. Лайк, и мы начинаем. Министр обороны Гуидо Крозетто сказал, что обычно шепчут за закрытыми дверями. Италия сейчас сама себя не защитит. Все держится на НАТО. Без альянса щит дырявый. И даже чтобы залатать его, нужно минимум 6 лет. То есть реальная самостоятельность только к 2031 году. Крозетто прямо заявил: если завтра случится атака уровня иранского обстрела Израиля, Рим окажется в шоке. Противоракетного зонта у Италии просто нет. И вот тут политика. Крозетто подмигивает союзникам и одновременно давит на коалицию. В первую очередь на Сальвини, который продолжает мантру «Москва не враг» и лучше потратить деньги на пенсии. О нем и Москве мы еще поговорим сегодня. Теперь Мелони в ловушке. Если не поддержать восточный фланг НАТО, ее правительство рухнет в глазах и союзников, и избирателей. Хотя они и так бесперспективные политики. 19 сентября в небе над Эстонией стало жарко. 3 российских МиГ-31 пересекли границу и около 12 минут летели в сторону Таллина с выключенными транспордерами и без связи. Но праздник жизни быстро закончился. На перехват поднялись итальянские F-35, дежурящие в рамках миссии Baltic Air Policing. Это классический скрамбл, когда истребители НАТО взлетают за считанные минуты, чтобы проводить гостей и сопроводить их к выходу. Процедура отлажена. Сначала визуальные контакты, радиосообщения, потом сигналы маневрами. Если реакции нет, самолет просто выводят за пределы воздушного пространства. Что интересно, в воздухе встретились два символа разных эпох. МиГ-31, советский Foxhound, сверхзвуковой, с ракетами «Кинжал», но тяжелый и маломаневренный. F-35, пятое поколение, малозаметный, с умными сенсорами и сетевым взаимодействием, позволяющим обмениваться данными с другими силами НАТО. В этот раз именно итальянские лайтнинги показали, кто хозяин неба. Применение оружия? Нет. Это крайний вариант, который требует политического решения. Главная цель таких операций не драка, а контроль и сдерживание. Инциденты вроде этого происходят все чаще, и НАТО держит истребители на боевом дежурстве 24/7. Для зрителей, которые не следят за военными технологиями, российские МиГи — это детище 70-х, а F-35 — самые новые истребители пятого поколения. Их тактика проста: первым увидел, первым сбил. Для МиГа эти самолеты фактически невидимы, и если бы итальянцы хотели, МиГ-31 просто исчезли бы с радаров, а потом сказали бы: упал случайно, с кем не бывает. Зачем Пыня это делает, непонятно. То ли хочет попугать НАТО советским раритетом, то ли просто проверяет, не забыли ли про него. Да, кстати, в Турции было то, что сбили, якобы МиГ, на самом деле это был не МиГ, а Су. И в итоге якобы чуть ли пилота не посадили, правда, в тюрьму, турецкого. Но этой информации я не нашел подтверждения. Но турки потом извинялись. И я напомню, что ситуация была совсем другая, чем сейчас в Европе с Россией. И сбитие МиГов бы неизвестно, какие бы дало последствия. Так что НАТО делает, на мой взгляд, все правильно.
Мы работаем только легально и прозрачно, без истории про фиктивные браки или запрос убежища. У нас большой опыт в оформлении и продлении ВНЖ для предпринимателей, инвесторов, фрилансеров, а также для состоятельных лиц по программе Residenza Elettiva. Все услуги под ключ, от виз, включая семейные, до бытовых вопросов и интеграции на месте, включая открытие банковских счетов, получение медицинских и других внутренних документов Италии. Для бесплатной консультации переходите по контактам в описании. Также вы можете получить личную платную консультацию по любым вопросам получения или продления вида на жительство, включая ускорение выдачи ВНЖ, продление или конвертация статуса временной защиты, недвижимости, гражданства и бизнеса в Италии. Пока Россия нагнетает обстановку и нарушает воздушное пространство НАТО, а итальянцы гоняют советские МиГи над Эстонией, Маттео Сальвини, на минуту вице-премьер Италии и министр транспорта страны, снова отличился. На приеме в китайском посольстве он так радостно встретил российского посла Алексея Параманова, что дело дошло до короткого, но очень теплого объятия. Казалось бы, дипломатический жест, но нет, в Италии этот тут же превратилось в политический скандал. Оппозиция взвилась. Как можно дружески сжаться к человеку, который вчера обвинял Италию в прогибе под НАТО и намекал на печальный исторический опыт, особенно когда Рим сам участвует в военной помощи Украине. Сальвини оправдывается, мол, на дипломатических приемах все друг другу улыбаются, даже из Демпартии, а он вообще за диалог, а не за милитаризацию Европы. Ну вот беда, пока он говорит про вежливость, его критики видят недвусмысленный сигнал, и не в сторону Брюсселя или Вашингтона. Демократы и центристы уже требуют от Джорджи Мелони комментария, что она думает о действиях своего союзника по коалиции. Получается вообще сюр. НАТО держит небо, Польша сбивает дроны, Украина считает жертвы, а в Риме вице-премьер Италии улыбается и обнимает посла страны-агрессора. Этот же посол очень нелестно отзывался об Италии, я рассказывал об этом в других новостях. Выходит внешняя политика по-итальянски, где-то скрамбл, где-то обнимашки. Лайк, если согласны. После Standard & Poor's теперь и Fitch подняла рейтинг Италии с БББ до БББ+, со стабильным прогнозом. Агентство объясняет, политическая стабильность, осторожная бюджетная политика и реформы укрепили доверие к стране, несмотря на гигантский долг. Мелони сразу назвала это признанием заслуг ее правительства. Это не лозунги, а реальные результаты. Финансы в порядке, занятость растет, экономика крепнет. Джорджетти вторит. Мы вернули Италию на правильный путь. По данным Fitch, дефицит в 2025 году составляет 3,1% ВВП. Лучше ожидаемого. Долг хоть и вырастает из-за супербонус, но потом начнет снижаться и к 2030-му дойдет до 134% ВВП. Банковская система стабильна. Рост экономики в ближайшие годы около 0,8% в среднем. Правительство уже готовит новые налоговые послабления, снижение ставки ИРПФ с 35 до 33 и, возможно, расширение порога для доходов до 85 тысяч евро. Вариант подешевле, без расширения порога, тогда операция обойдется бюджету в 3 миллиарда вместо 5. Для понимания контраста, у России сейчас рейтинг от Fitch всего B и с пометкой Rating Watch Negative. Это значит высокий риск для инвесторов, минимальное доверие к экономике и возможные новые понижения. То есть Италия для рынков выглядит страной с устойчивым будущим, а Россия зоной высокой нестабильности. 79-летняя Карла из Риччоне сдала квартиру всего на месяц, получила свои 850 евро, пожала руки и все. Дом превратился в заложника чужой прописки. Срок вышел, но арендаторы никуда не ушли. Более того, по словам Карлы, ее встретили не словами, а плевком и пощечиной. Теперь пенсионерка живет у сына-инвалида и говорит в эфире: «Мой дом у меня отняли». Попытка журналистов программы «Фори Даль Коро» снять сюжет превратилась в скандал. Жильцы забаррикадировались, оскорбляли съемочную группу, угрожали ведущему, а успокаивать их пришлось карабинерам. Арендаторы же уверяют: мы не самозахватчики, но суд решит иначе. Правда, через месяцы или даже годы. Потому что в Италии выселение – это бесконечный квест, несмотря на новые законы. Ведь, по сути, законы больше защищают несчастных арендаторов, чем владельцев. И это не единичная история. В стране все чаще люди сдают жилье, а потом годами не могут вернуть его обратно. Да, и раз вы досмотрели до этого места, не забывайте поддержать канал лайком, комментарием и подпиской, или всем сразу. Особенно подписка во время или после просмотра видео помогает алгоритмам YouTube продвигать наши видео. Если вы особенно цените нашу работу, можете стать спонсором канала. Для спонсоров доступны, например, закрытые видео только для спонсоров или ранний выход роликов. Смотрите первыми.
В Римени разгорелся жесткий скандал. 55-летняя россиянка исчезла, оставив одного своего 87-летнего мужа, частично недееспособного. Год назад она сказала, что уезжает в Россию на месяц ухаживать за больной матерью. Я вынужден обуздывать свой аппетит. Ради матери. Матери? Но месяц превратился в вечность, а домой она так и не вернулась. Сначала за стариком ухаживала сиделка, нанятая неофициально. Но когда стало ясно, что супруга не возвращается, о ситуации сообщили в социальные службы. Теперь делом занимается прокуратура. Женщине грозит уголовное обвинение за оставление недееспособного лица. Следствие проверяет, знала ли она, в каком состоянии муж и сознательно ли его бросила. Параллельно всплывают вопросы, не были ли их отношения фиктивными и не стояли ли за этим финансовые мотивы. Если вину докажут, россиянке грозит не только тюрьма, но и лишение прав жить в Италии. В Болонье сдали квартиру за 700 евро, звучит нормально. А теперь детали. Площадь 17 квадратных метров, то есть меньше, чем многие гардеробные. Официально такие помещения вообще не могут считаться жильем. Закон требует минимум 20 квадратов на одного человека. Но кого это волнует, если студенты и сезонные работники все равно соглашаются, потому что выбора у них просто нет. В объявлении объект под лестницей назвали уютным местом для уединения. Ну да, уединение гарантировано. Попробуй еще развернись там, как в Гарри Поттере, там кто-то под лестницей жил, пишите в комментариях, я вот не очень хорошо эту сагу помню. И все это под соусом тишины и комфорта. За 550 евро аренды плюс 150 евро коммуналки. Активисты Пьяцца Гранде уже назвали это не жильем, а чистой воды эксплуатацией. Но проблема шире. По всей Италии рынок все чаще предлагает псевдоквартиры, подвалы, кладовки, чердаки, лишь бы заработать на дефиците. Муниципальный контроль практически ноль. Зато каждый сентябрь Болонья встречает студентов палаточными лагерями, потому что настоящего жилья просто нет. В маленьком городке провинции Латино ужасная история. 15-летний парень, которому оставалось всего несколько дней для начала учебного года, покончил с собой. Перед этим он написал в чат одноклассников: «Зарезервируйте мне завтра место в первом ряду». Семья обвиняет школу. Жалобы на травлю были, но педагоги остались глухи. Его брат написал письмо Джорджи Мелони, министру образования. Он ушел из-за тех, кто его травил. Эти слова прозвучали громче любых официальных заявлений. Министр Вальдитара уже распорядился о проверках в общих школах, старой и той, куда мальчик должен был пойти. Прокуратура Кассино ведет расследование по статье «Подстрекательство к самоубийству». Изучаются чаты, сообщения, роли учеников и взрослых. Италия недавно приняла закон номер 70 против буллинга, где школы обязаны реагировать и защищать детей. Но здесь закон оказался лишь на бумаге. Родители теперь ждут ответа на вопрос, могло ли государство и учителя сделать больше, чтобы их сын остался жив. В Варезе мигрант из Нигерии решил, что раз уж домой хочется, то пусть дорогу оплатит государство. 36-летний мужчина сел на ступеньки вокзала, достал косяк и закурил прямо перед полицейскими. План сработал идеально. Проверка документов, обыск, 150 граммов гашиша в кармане, и вот он уже в суде. Там он честно признался: «Я не дилер, просто хочу вернуться домой, но денег на билет нет, все отправляю семье». В марте он уже пытался устроить себе депортацию через скандал в Варезе, но тогда номер не прошел. Сейчас получилось. Суд дал ему 1,5 года тюрьмы, которые тут же заменили на депортацию и запрет возвращаться в Италию. Мужчина же воспринял приговор не как наказание, а как победу. Билет в один конец за счет государства. Как вам такая социальная программа? Пишите в комментариях. Кстати, если вы еще не написали комментарий про деньги на наркотики у него были, вспомните фильм Trading Places или Поменяться местами в переводе на русский. Там была как раз похожая сцена. Лайк, если знаете, о чем я. Но деньги на наркотики у него есть. Италия гордится своими скоростными трассами на рельсах Метрополитано d'Italia, связывающий север и юг. Но свежий отчет Альтроконсумо убил романтику. Каждый 5-й поезд здесь опаздывает. Даже на главном маршруте Милан-Рим 18% составов уходят позже графика, а в обратную сторону уже 25%. На линии Бари-Милан картинка вообще катастрофическая. 73% опозданий. Салерно-Турин 53%. Флагман Фреча-Росса
Красивый бренд, но 31% рейсов приезжает не вовремя. У конкурента Italo около 20%. Интерсити и вовсе стабильно ниже 60% по пунктуальности. Альтроконсумо требует снизить минимальный порог компенсации с 30 минут до 15, потому что именно в этом диапазоне задержек больше всего. Сейчас компенсацию получают лишь 5-6% пассажиров, и это выглядит как издевка. Причины привычные: ремонт и перегрузка линий, сбои в сети, техника и известные разборки между Trenitalia и Italo за маршруты. Но для пассажиров вся эта железнодорожная драма сводится к одному: ты платишь за скорость, а получаешь лотерею. В Риме вор больше не выглядит как вор. Сегодня он носит кроссовки Nike, брендовый рюкзак и AirPods. Он пьет латте у Пантеона или делает селфи на Виа дель Корсо, а потом ваша сумка уже пуста. Карабиньеры отмечают, главная маскировка теперь сама внешность. Карманники стали неотличимы от студентов и блогеров. В автобус заходит компания из 4 девушек, и лишь одна из них реально едет домой. Остальные 3 пришли за вашими телефонами. По данным полиции, активны 3 основные группы: цыгане второго поколения, североафриканцы и латиноамериканцы. Одни охотятся за наличкой и гаджетами, другие за брендовыми сумками. Латиноамериканцы действуют группами, координируясь через наушники. Летом зонты, осенью шарфы и куртки, прикрытия, под которыми открываются рюкзаки и ваши сумки. Чаще всего жертвами становятся перегретые туристы, особенно американцы и азиаты. Потери обычно до 1000 евро, но частота пугающая. Молодые воры фиксируются в протоколах по несколько раз за сезон. В итоге центр Рима сегодня это не только Колизей и фонтаны, это охотничьи угодья ухоженных и незаметных хищников. Так что держите сумку перед собой, телефон поглубже. В Риме вор может просто улыбнуться, сесть рядом в кафе и уйти уже с вашей картой. История из Пармы длилась почти 10 лет и закончилась громким приговором. Женщина всю беременность слышала от своего гинеколога одно и то же: все нормально. УЗИ якобы без тревог, ребенок развивается правильно. Но в 2015 году реальность обрушилась прямо в родзале. Мальчик родился без нижних конечностей и с тяжелым пороком развития, который эксперты позже признали вполне диагностируемым еще на ранних сроках. Судья Кристина Феррари в решении подчеркнула, что врач лишил женщину и ее семью права на информированный выбор. Ведь в Италии закон позволяет прервать беременность в случае тяжелых патологий. А тут родители оказались в шоке, без возможности подготовиться ни морально, ни психически. Гинеколога признали виновным и обязали выплатить семье 350 тысяч евро за моральный и психологический ущерб. Медицинские расходы будут рассматриваться отдельно. Государственные структуры ответственности не несут. Речь шла только о частном специалисте. Это не просто врачебная ошибка, а дело о праве женщины знать правду, чтобы выбирать. В Вероне зафиксирована вспышка чикунгуньи. Уже 46 зараженных, и вирус добавляет в среднем 2 новых случая в день. Всего по Италии, Венето и Эмилия-Романья зарегистрированы 208 заболевших, из них 167 местные, не завезенные. Занес вирус путешественник, которого укусил тигровый комар. Дальше все пошло по цепочке. Насекомое подхватило инфекцию и начало передавать ее дальше. Чикунгунья – это вирусная лихорадка, похожая на грипп, но с сильными болями в суставах. Вакцины нет. Симптомы – высокая температура, ломота, слабость. Название переводится как «тот, кто скручен» и звучит жутко точно. Власти уже начали масштабную дезинсекцию. Отменили массовые мероприятия, в том числе знаменитую ярмарку риса в Изола делла Скала. Людям рекомендуют косить траву, убирать стоячую воду и активно пользоваться москитными сетками и репеллентами. Эксперты предупреждают, с изменением климата такие вспышки будут становиться для Италии нормой. Комары в этом году реально какие-то ужасные. Если у вас тоже, пишите в комментариях. Ну и теперь к серьезным новостям. В Порто-Чезаро, Саленто, группа посетителей получила чек, где заначился странный пункт: 1 евро за то, что пиццу разрезали пополам. Не за 2 пиццы, не за дополнительный соус, просто за нож. История моментально стала вирусной. И дело даже не в сумме, а в принципе. 1 евро превратился в коллективную обиду и интернет-мем. Это не первый случай. В Остии брали евро за зарядку телефона, в Остуне 8 евро за музыку, в Венеции счет за 4 колы, 2 кофе и 2 пива на Сан-Марко потянул на
81 евро. Формально заведения правы, цена указана, нарушений нет, но репутация летит в тартарары, потому что ни один ресторатор не разбогатеет на таких услугах, зато любой рискует проснуться героем новостей про итальянский прайс по-богатому. Да лично я думаю, рестораторам все равно на эти новости. Их главная цель вот в этих туристических местах любыми способами обезжирить туриста. Нормальных, душевных, семейных ресторанов все меньше и меньше в Италии. Лайк, если согласны. Стефано Пуцер, портовый рабочий из Триеста и один из символов протестов против Green Pass, добился победы после 2 лет ожидания. Кассационный суд признал его увольнение незаконным. Напомним, в 2021 году именно Пуцер вывел протест у ворот порта Триеста, который быстро перерос в общенациональное движение против ковидных сертификатов. В 2022 его уволили за отсутствие на рабочем месте. Он принципиально не предъявлял Green Pass и считал это актом сопротивления. Теперь суд отменил решение апелляции Триеста, и дело отправлено в апелляционный суд Венеции. Автоматического восстановления пока нет, но прецедент создан, и сам Пуцер уже празднует победу. В своем обращении он поблагодарил семью и адвокатов, заявив: «Это не только моя радость, это доказательство, что борьба имеет смысл». Новость моментально разлетелась по Италии, а сам Пуцер получил сотни сообщений поддержки. В центре Турина стартовал проект, больше похожий на сценарий фильма «Катастрофы». В бывшем банковском хранилище Банко ди Наполи строят частный ядерный бункер на 12 человек. Автономность до 30 дней. И это не подвал с консервами. Стены толщиной 1,5 метра, угольные фильтры с защитой 99,9%, собственное электричество и вода, бронированные двери и даже винный погреб. Причем попасть в убежище можно прямо из мансарды на личном лифте. Стиль жизни, даже если за окном апокалипсис. Цена вопроса от 4 до 6,5 тысяч евро за квадратный метр. Интерес уже проявили состоятельные клиенты из Монако и ОАЭ. В Италии бункеры пока экзотика, но на фоне политической нестабильности и разговора о новых рисках они превращаются в тренд. Если в Финляндии укрытия есть почти в каждом доме, то у нас роскошный пентхаус теперь все чаще дополняется бейсментом конца света. Кстати, ко мне приезжал в гости друг из Израиля, его сын ходит, маленький сын его ходит по улицам и говорит: «Папа, а где у них здесь бомбоубежище?» Я, кстати, согласен, что бункер в Италии без винного погреба как-то несерьезно. Но всего 30 дней автономии – это учитывая вино или нет? Италия снова вошла в мировую элиту здравоохранения. Свежий рейтинг World's Best Specialized Hospitals 2026 поставил миланские центры в топ-20 лучших больниц планеты. Европейский институт онкологии и кардиологический центр Монсино признаны мировыми лидерами рядом Humanitas и Сан-Рафаэле. Но вся эта медицинская слава сконцентрирована на севере. Только Ломбардия дала 7 из 18 итальянских клиник, вошедших в рейтинг. Здесь онкология, кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантология, иммунология. Милан буквально собрал вокруг себя медицину мирового уровня. Рим держится за счет Джемелли, 3 место в мире по гинекологии, и Бамбино Джезу, 6 место по педиатрии. А юг практически пустота. Пара клиник в Неаполе и все. На месте, где люди ждут месяцами базовых обследований, рейтинг звучит как издевка. И вот парадокс. Италия конкурирует с Майо Клиник и японскими центрами, но внутри самой страны пациенты едут за сотни километров, чтобы просто попасть к врачу. Зато к какому врачу? А что думаете вы про медицину в Италии? Пишите в комментариях. Пример Италии. Джорджия Мелони объявила: «Мы поверили в юг и были правы». Повод для оптимизма дала свежая статистика Истат. Уровень занятости в южных регионах достиг 50,1%. Рекордный показатель с 2004 года. Во втором квартале 2025 года в Италии занятых стало 24,1 миллиона, плюс 226 тысяч за год. И впервые существования часть роста пришлась именно на юг. Да, до севера с его 68-70% занятости еще далеко, но тенденция очевидна, разрыв сокращается. Позитив в деталях. Уменьшается число неактивных итальянцев, минус 150 тысяч. Полная занятость растет, плюс 476 тысяч, а полставки сокращаются. Временные контракты падают уже 11 кварталов подряд. Все чаще заключаются бессрочные договоры. Безработица держится на уровне 6,3%, что-то чуть ниже прошлого года. Но и проблем хватает. Половина жителей юга трудоспособного возраста по-прежнему без работы. Женщины и молодежь особенно уязвимы, а культурные барьеры десятилетиями мешают региону догонять север.
Мелони использует этот повод для политического капитала, но факт остается фактом. О юге теперь можно говорить не только как о бремени, но и как о потенциале. У меня на сегодня все. С вами был Антон Гросс. До новых встреч. Чау-чау.